Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить простой и беспроигрышно вкусный во всех своих вариантах торт панчо. В моей версии это шоколадные коржи, крем, который максимально приближен к сметанно-сливочному, как в оригинале, а еще хурма и карамель в начинке. Соединяйте в этом торте любые ваши любимые начинки, в нем все смотрится потрясающе. Свежие фрукты и ягоды, орехи, конфи, кремю, курт или желе. Обязательно пишите в комментариях, какие сочетания вы придумали. Друзья, я также готовлю для вас видео с простейшим рецептом невероятно вкусных конфет Bounty. Готовятся они буквально за 10 минут, и нам даже не понадобится блендер. Вы просто влюбитесь в эти конфеты. Этот рецепт выйдет уже совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший десерт. Первым делом приготовим корж. Нам понадобится 145 грамм кефира. К нему добавляем 7 грамм соды, размешиваем и оставляем на 4 минуты. В это время соединим сухие ингредиенты. К 145 граммам пшеничной цельнозерновой муки добавляем 23 грамма какао, 23 грамма сухого молока, 15 грамм подсластителя и 1 грамм соли. Соединяем с помощью венчика. В этом рецепте можно использовать также овсяную, полбяную муку или их смесь. Теперь соединяем жидкие ингредиенты. 3 яйца и кефир с содой. Размешиваем. И добавляем сухие. Тщательно размешиваем венчиком. Если вам какой-то ингредиент не подходит, то можете для этого торта выбрать абсолютно любые коржи из моего плейлиста торта с шоколадными коржами. Выпекаем в любой форме, можно в плоской, можно в круглой. Главное, чтобы из готового коржа можно было вырезать один круг диаметром с вашу форму. Время выпекания может отличаться от 25 минут для плоского коржа до 40 минут для высокого круглого коржа. Выпекаем при 180 градусах Цельсия до готовности. Готовность проверяем зубочисткой. Пока корж печется и остывает, приготовим остальные слои. Для крема замачиваем 10 грамм желатина в 60 граммах воды. Оставляем желатин набухать по инструкции, а пока приготовим карамель. Для карамели нам понадобится 30 грамм сухого молока. Его нужно обжарить на антипригарной сковороде при постоянном помешивании. Примерно вот такой цвет должно приобрести молоко в процессе обжарки. Оно всегда комкуется, от этого никуда не деться. Лучший способ избавиться от этих комочков – воспользоваться блендером. Вот такой красивый цвет получается. Я всегда обжариваю больше и храню готовое молоко для других карамельных рецептов. Это очень удобно. Оставляем в блендере 30 грамм сухого молока. И добавляем все остальные ингредиенты. 150 грамм молока, у меня топленое, 1 грамм агар-агара, 4 грамма подсластителя и 1 грамм соли. Перемешиваем блендером или венчиком до однородности. Переливаем в ковшик, доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты. Карамель готова. Переливаем ее в любую емкость и оставляем застывать при комнатной температуре. И приготовим крем. В блендере у меня 400 грамм рикотты. Сюда же отправляем 400 грамм мягкого творога. Пропорции рикотты и творога могут меняться на ваш вкус. 90 грамм сухого молока, 23 грамма подсластителя и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. И соединяем с помощью блендера. Вот такая гладкая, мягкая масса получается. Осталось растопить желатин. Прогреваем его до растворения. Чуть-чуть остужаем
И выкладываем примерно 700 грамм творожной массы. Тщательно размешиваем. Оставшиеся 200 грамм творожного крема без желатина оставляем в холодильнике для покрытия торта. А этот крем, хорошо размешанный, оставляем немного остудиться при комнатной температуре. А пока займемся коржами. Корж полностью пропекся и остыл. Нам нужно вырезать из него один круг. Я буду собирать вот в такой чаше и вырезаю по окружности. Проверьте, чтобы корж поместился внутрь. Возможно, еще нужно немного подрезать. И я еще срежу его верхушку, чтобы выровнять. Оставшийся корж нарезаем на небольшие кубики. Вот такие кусочки получились. Этот корж суховат и требует пропитки. Можно сбрызнуть его сиропом из пульверизатора, но это не обязательно, потому что укладывать коржи мы будем в незастывший жидковатый крем, и он успеет немного пропитать коржи до застывания. И последнее, что нам осталось сделать перед сборкой, это нарезать фрукты. У меня это хурма, но можно выбрать любые фрукты или ягоды по сезону. Если вы будете кушать торт сразу после готовности, то можно положить свежие фрукты. Если же торт еще постоит, то лучше подвергнуть их термической обработке и приготовить начинку с помощью любого желирующего агента – желатина, агар-агара или крахмала. Начинка готова, начинаем сборку. Для этого застилаем чашу пищевой пленкой, чтобы впоследствии легко извлечь торт. И подготовим все ингредиенты для сборки. Остывший, слегка загустевающий крем. Карамель у нас полностью застыла, и выкладывать мы ее будем следующим образом. Просто ложкой доставать кусочки нужного размера. Сборка простая и очень увлекательная. Накрываем коржом. Можно пропитать, но это не обязательно. Укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полного застывания, примерно на 5 часов. Тортик полностью стабилизировался. Переворачиваем его на подложку. Снимаем миску и пленку. И покрываем оставшимся кремом. У меня верхушка не идеально округлая, поэтому я наношу на нее побольше крема, чтобы выровнять. И весь тортик покрываю тонким слоем крема. Крем из мягкого творога вообще не предназначен для длительного хранения. И если вы очень щепетильно относитесь к этим вопросам, имеет смысл эти 200 грамм отдельно приготовить непосредственно перед подачей торта. Выравниваем лопаткой, придаем тортику округлую форму. И можно покрывать глазурью. Просто хаотично. Чем хаотичнее, тем лучше. У меня это глазурь молочный шоколад и синяя глазурь без искусственных красителей. Их рецепты вы можете найти в моем плейлисте ПП глазури. Посыпаем орешками. Можно выложить и ягодку сверху, в общем-то любой декор. И наш тортик готов. Очень просто и эффектно. Мне кажется, в моем варианте оформления этот торт логичнее было бы назвать вулкан. Ну пусть будет панчо. Давайте его разрежем. Вот такой красавец. Крем очень нежный, больше всего он похож на сметано-сливочный крем. Вкусные шоколадные коржи и прекрасное сочетание хурмы с карамелью. Это очень вкусно. Очень рекомендую вам попробовать этот простейший тортик. Для домашнего чаепития он просто идеален, такой мягкий, нежный и уютный. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!